А сейчас я хочу, чтобы мы максимально честно и полно рассказали друг другу о своих проблемах. Поверьте, это очень-очень важно для каждого из нас. Ну, давайте я, что ли, начну. Меня зовут Андрей, мне 30 лет, и я околопролетарский элемент. Блять, что это такое? Это революция. Я помню, как с детства при слове «пролетариат» у меня в голове возникал образ этакого большого красного мужика, который что-то херачит большим молотом. Что там под молотом, даже не столь важно. Железо, алкоголь или, например, буржуй. Образ дополняли строки из Маяковского, типа «Крепи у мира на горле пролетариата пальцы». Короче, образ был почти как у Шварценеггера, только Шварценеггер он как бы один, а пролетариата дофига. Пролетариат в революционном учении Маркса и Энгельса позиционируется как авангардный общественный класс, на котором лежит миссия уничтожения капитализма. Ну а что? Капитализм порождает неизгладимые противоречия между пролетариатом и капиталистами. Сам пролетариат с развитием рыночных отношений вытесняет другие классы, более того, он организован лучше, чем какие-нибудь крестьяне или ремесленники, и он интернационален. У него есть схожие проблемы в разных частях земного шара. И в принципе до поры до времени это было очень похоже на правду, поскольку организованные рабочие, в первую очередь заводские, во второй половине 19-го, первой половине 20 века наводят шорох по всей Европе. Ну а на обломках Российской империи именно пролетариат становится официально титульным социальным слоем, взявшим как минимум формально власть в свои руки. Но знаете, опять же, с того же детства, которое пришлось на 90-е годы, у меня сложилось представление, что пролетариат — это какое-то явление прошлого. Ну, потому что, оглядываясь вокруг, я не видел этих больших красных мужиков, воюющих с буржуями. Пролетариат, он словно разложился на плесень и на липовый мед. Липовый мед остался в советских книжках и плакатах, а плесень, ну вот она была вокруг в виде маргинализировавшихся, спивавшихся, потерявших уважение даже к самим себе рабочих, закрывшихся или простаивающих советских предприятий. Ну и хотелось спросить, что, серьезно? То есть вот это могильщики капитализма? Да кучи сейчас еще со школьной скамьи молодежь учат, что классов в прежнем понимании в современном обществе больше нет. Есть просто большое количество страт. И вообще мы в постиндустриальной эпохе занимаемся нематериальным трудом в мире вечного и пусть несовершенного, но все же прекрасного капитализма. Недаром еще в 20 веке в западной философии начали поговаривать про смерть пролетариата. Дяди больше нет. Забавно, но пролетариат потеряли даже коммунисты. Почти весь постсоветский период коммунисты спорят, а кого теперь считать пролетариатом? Какова численность пролетариата? И можно ли на него вообще надеяться? И все в таком роде. Придумываются какие-то новые термины вроде когнитариата. И это дело понятное, потому что если пролетариат умер или как-то там выродился, переродился, то вся революционная концепция Маркса требует, ну, как минимум, существенного пересмотра. Но что, если я скажу, большая часть из тех, кто сейчас смотрит это видео, на самом деле пролетарии или представители околопролетарских или на худой конец пролетаризирующихся слоев населения. Просто большинство не осознает этого. Как устроена социальная структура современного российского общества? Есть ли в ней место пролетариату? А если есть, то может ли пролетариат стать сегодня революционным классом, который сменит систему, а не только ее лица? Об этом сегодня и поговорим. Поехали? Давайте начнем с определения. В массовом сознании слово «пролетарий» четко ассоциируется исключительно с основным объектом внимания классиков марксизма, с фабрично-заводским рабочим. И были времена, когда такое представление было более или менее близко к истине.
Но как бы время идет, мир меняется. Появляются те или иные привилегированные слои рабочих. Колониальные и постколониальные отношения углубили неравенство между первым и третьим миром. Фордизм, а затем информатизация производства создали новые пролетаризированные профессии. Массовый слой наемных инженеров, программистов, ниже мы о них еще поговорим подробнее. Профсоюзы пережили свой расцвет в середине 20 века и упадок, начиная с 80-х годов. Существенно усложнилось юридическое оформление, с одной стороны, прав собственности, то есть распределение акций между держателями, часть которых может быть формально наемными менеджерами, оформление собственности на подставных лиц, организация производств в холдинге и тому подобное, а с другой — усложнение форм занятости, фриланс, аутсорсинг, платформенная экономика, временные контракты и тому подобное. В последние десятилетия значительно выросла доля сферы услуг, особенно в экономике стран капиталистического ядра и полупериферии. И, наверное, чтобы разобраться и сориентироваться во всех этих перетрубациях, нужно обратиться именно к тому определению, которое выдвинули классики марксизма. Но и тут выходит все не так просто. Вот определение Энгельса из принципов коммунизма. Мы видим, что пролетариат — это класс, который живет исключительно продажей собственного труда, не имеет дохода с капитала и является совершенно неимущим. Но, во-первых, впоследствии Маркс и Энгельс будут указывать на имущественную неоднородность пролетариата, что как бы уже подразумевает, что пролетариат не обязательно должен влачить самое нищенское существование. А во-вторых, не вполне корректно говорить и о том, что все до копейки средства к существованию пролетарий может добыть исключительно продажей своей рабочей силы. К примеру, для американских рабочих того времени, то есть второй половины 19 века, например, было скорее нормой держать приусадебный участок, дополняя заработную плату натуральным продуктом. В результате цитата Энгельса безусловно дает нам ценный ориентир, но не строгое определение, чего и следует ожидать от популярного изложения основ теории. Но в целом, если просуммировать написанное Марксом и Энгельсом, а также взглянуть на ленинское определение классов, то можно вывести следующие критерии пролетариата. Во-первых, пролетариат — это большая общественная группа, а не узкая прослойка. Во-вторых, у пролетариата должно быть конкретное место в системе производства и роль в общественной организации труда. Принимая в учет то, что было сказано классиками, это продажа собственного труда и производство благ на чужом капитале, в результате чего производится прибавочная стоимость, которая самому работнику не достается. То есть работник трудится, производит столько товара, что не только окупает свою зарплату, но и сверх того формирует прибыль, средства, уходящие на налоги, амортизацию и так далее. Причем тут важно не обманываться формальным юридическим статусом. Работник, оформленный по трудовому договору, и работник, выполняющий ровно те же функции, но юридически выведенный за штат в качестве ИП или самозанятого, с точки зрения производственных отношений неразличимы, несмотря на правовые формальности. В-третьих, пролетариат объединяет наемных работников, способных обеспечить свое существование только путем продажи собственной рабочей силы. Мировая практика показывает, что пролетарий таки может иметь какие-то дополнительные источники дохода, но это не делает его мелким буржуа или не значит, что он живет на два класса, если после рабочего дня от случая к случаю он подрабатывает фрилансом или частным извозом. По факту же такой приработок не может обеспечить даже простого воспроизводства рабочей силы и не освобождает от основной работы по найму. Ну и кто же под такие критерии подходит? Промышленные рабочие 100%, строители тоже. Но как быть с остальными? На самом деле, вопреки заблуждениям некоторых, работники, производящие не вещественные товары, но производящие услуги, тоже относились Марксом к пролетариям. Вот его цитата из второго тома «Капитала», где он указывает, что транспортные рабочие, которые по сути не производят ничего вещественного, а лишь перемещают товары и людей с места на место, тоже являются пролетариатом и производят прибавочную стоимость. Так что да, если вы работник транспортной сферы, ну, например, машинист РЖД или работник метро, то вы тоже пролетарий. Поздравляю. Вы так
неожиданно и приятно. К слову, стоит отметить, что еще Маркс не замыкался сугубо на заводских и даже транспортных рабочих, а Энгельс под конец жизни говорил даже о пролетариях умственного труда. Вообще, если говорить о сфере услуг, то касательно нее Маркс также излагал свои соображения в первом томе «Капитала». Уже самый кооперативный характер процесса труда неизбежно расширяет понятие производительного труда и его носителя – производительного рабочего. Теперь для того, чтобы трудиться производительно, нет необходимости непосредственно прилагать свои руки. Достаточно быть органом совокупного рабочего, выполнять одну из его подфункций. Тут же нельзя не сказать пару слов о дико разросшейся в последнее время IT-сфере. Ну, здрасте, господа программисты. Во-первых, конечно, программисты создают продукт. Ну, там, программное обеспечение, игры и все в таком роде. Этот продукт становится собственностью фирмы, в которой они работают, и продается в дальнейшем потребителю. То есть программисты практически по классической схеме создают прибавочную стоимость, которая потом у них отчуждается. И я понимаю, что работникам IT-сферы хочется чувствовать себя особенными, уникальными, когнитариатом, но по сути они являются теми же пролетариями. Кстати говоря, у нас выходил ролик о том, как эксплуатируют программистов в сфере производства компьютерных игр. Ссылка будет на экране и в описании. И я скажу, что пролетариев физического труда порой эксплуатируют гораздо меньше. Во-вторых, айтишники типа тех же системных администраторов включены в непосредственные технологические процессы, в непосредственное производство. Они выполняют функции, без которых предприятия, инфраструктурные объекты и тому подобное просто встанут. Ну, допустим, без нормальной работы какого-нибудь системного администратора Ростелекома интернет в вашем районе или городе может неплохо так накрыться, не дав не просто доиграть в дотку, но и парализовав работу многих предприятий. Короче говоря, айтишники включены в работу того самого коллективного рабочего, о котором писал еще Карл Маркс, и являются винтиками в системе производственного труда. Конечно, не весь офисный люд относится к пролетариям, о чем мы скажем еще дальше, но да, часть его определенно входит в современный пролетариат. Да что уж там говорить, если так по Марксу-то разложить, то Дмитрий Пучков, например, оказывается мелким буржуа, а Дементий... Дементий, гони свиней. Оказывается пролетарием. Маркс не случайно рассматривает не только изолированные технологические процессы, но и производство в целом. Не только конкретных рабочих на линии, но и совокупного рабочего. И если мы не отказываем в статусе пролетария литейщикам, штамповщикам и так далее, то не должны отказывать и, например, инженерным работникам. Экономика в условиях государственно-монополистического капитализма или в условиях глобализированной экономики представляет собой в конечном счете единый организм, а не изолированную работу независящих друг от друга чертежников, компьютерщиков и фабрично-заводских пролетариев. Справедливо отнесение к пролетариям и части незанятых в материальном производстве специалистов умственного труда. Ну, например, врачей, преподавателей. В довольно известном пассаже Маркс утверждает, что учителя могут быть простыми наемными работниками для предпринимателя, владельца учебного заведения. По отношению к своим ученикам эти учителя вовсе не являются производительными рабочими, но они являются таковыми по отношению к нанявшему их предпринимателю. Последний обменивает свой капитал на их рабочую силу и обогащается путем этого процесса. И чем больше распространяется практика частных коммерческих школ или коммерческих услуг в муниципальных школах, тем большее число учителей можно считать классическим пролетариатом. Но даже не занятых в оказании коммерческих услуг учителей можно считать, если не пролетариями, то, по крайней мере, представителями околопролетарских слоев. Наемный труд и оказание услуг присутствует. Но разве что оплата этих услуг идет не по классическим рыночным схемам. Хотя финансирование школ все больше и больше переводится именно на коммерческие рельсы. И уж тем более пролетаризированы в нынешних условиях врачи, которые даже в рамках бюджетных учреждений оказывают все большее и большее количество коммерческих
коммерческих услуг. Кстати, о положении врачей в России у нас был отдельный выпуск, ссылки будут на экране и в описании. Наконец, по несколько иным причинам к пролетариям логично отнести и большинство безработных. Резервная армия труда не случайно резервная, она неизбежно пополняется на спаде экономического цикла и редеет на подъеме. Каждый наемный работник — потенциальный безработный, и наоборот. Единственное отличие типичного временно безработного от типичного занятого — отсутствие спроса на свою рабочую силу в данный момент времени. В остальном он также лишен средств производства и отчужден. Разумеется, это не касается люмпинизированных профессиональных безработных, но на постсоветском пространстве в силу мизерности социальных пособий они составляют меньшинство. Более того, развитие и усложнение капиталистической системы порождает новые и новые причудливые подвиды пролетариата, которые порой формально даже не являются наемными работниками. То есть юридически мы имеем дело с самозанятыми, с ИПшниками, но по факту это те же пролетарии, только в еще более ущемленном положении. Как мы знаем, сейчас активно развивается гиг-экономика или платформенная экономика, когда доступ к рынку самозанятого возможен лишь через держателя онлайн-платформы, вроде такси Uber, или печально известный Яндекс.Еды. Известно, что в РФ те же крупнейшие агрегаторы такси Яндекс, Uber, Везет, Максим, Get на данный момент суммарно занимают порядка 50% рынка, практически вытесняя привычный частный извоз. Обладая с юридической точки зрения правами собственности на средства производства, фактически работник платформенного сервиса не может произвести продукт иначе, как посредством этого самого сервиса. Точно так же, как не может произвести продукт и классический наемный рабочий, отчужденный от средств производства. Мы уже выпускали ролики про работников киноиндустрии, про курьеров Яндекс.Еды и Delivery Club, которые сполна хлебнули радостей подобной самозанятости. Меня тут все партнеры компании Delivery Club. Вы меня слышите? Да, слушаю вас. Ранее мы вам уже предлагали стать самозанятым курьером. Хотела сообщить, что теперь приоритеты по сотам только у самозанятых курьеров. Поэтому в ваших же интересах стать самозанятым курьером. Скажите, хотели бы стать самозанятым? То есть вы сейчас меня вынуждаете, чтобы я перешел на самозанятость? Я дала информацию, да, что приоритет по сотам только у самозанятых курьеров. То есть, как я понимаю, вы сейчас мне даете понять, что если я не перейду на самозанятого, то вы не будете мне ставить работу, выпускать на работу? Все, что я вам сказала, я вам уже сказала. Все, что я вам сказала, я вам уже сказала. Таким образом, гиг-экономика служит не более чем средством пролетаризации самозанятых, позволяющей плюс ко всему обойти ограничения трудового законодательства. Характерно, что, к примеру, таксисты Uber в США и Великобритании борются за признание их наемными работниками, поскольку это дает право хотя бы организовывать профсоюзы и бороться за трудовые права, такие как нормированный рабочий день, гарантии от произвольного увольнения, отключения от сети и тому подобное. Тут, кстати, главное не путать понятия пролетарий и наемные рабочие, хотя в большинстве случаев они, в общем-то, пересекаются. Как мы видим, некоторые пролетарии не являются формально наемными работниками, а там, допустим, самозанятыми или ИПшниками. В то же время некоторые наемные работники не являются пролетариями. Например, топ-менеджеры организаций, которые заняты не созданием, а лишь распределением прибавочной стоимости. Плюс по своему месту в организации труда они ближе к капиталистам. Есть, например, и работники сферы торговли. По своему положению они, конечно, близки к пролетариату, но товары или услуги, а значит прибавочной стоимости, они не производят. Плюс есть еще так называемая рабочая аристократия. И вот тут вот ситуация уже даже более запутанная. Напомним, что под рабочей аристократией в классической марксистской литературе понимается наиболее привилегированный слой производительных работников, подкупаемый по Ленину буржуазией за счет перераспределения в их пользу части прибавочного продукта. Говоря ленинскими словами, капиталисты могут выбросить частичку, и даже немалую, монопольной сверхприбыли, чтобы подкупить своих рабочих. В 19-м, начале 20 века образцовым примером рабочей аристократии считались
объединенные в профсоюзы, прежде всего высококвалифицированные работники из наиболее развитых стран, добившиеся некоторых преференций. Так, в предисловии к изданию «Положение рабочего класса в Англии» 1882 года Энгельс прямо писал, что они, члены тред-юнионов, образуют аристократию в рабочем классе. Им удалось добиться сравнительно обеспеченного положения, и это они считают окончательным. Такое понимание рабочей аристократии нашло развитие и в работах Ленина. Проблемы с механическим перенесением конкретных рамок рабочей аристократии в понимании Энгельса Ленина на сегодняшнюю ситуацию очевидны. На фоне общемирового упадка профсоюзов, откровенного и окончательного превращения старых социал-демократических партий в левую ногу неолиберализма и почти полного исчезновения из политического поля большинства стран партий революционных, едва ли можно рассматривать профсоюзное членство или сочувствие социал-демократам как критерии рабочей аристократии. Эта проблема решается разными теоретиками по-разному. Одна из наиболее радикальных точек зрения — ограничить современную рабочую аристократию рамками топ-менеджмента и других наиболее обеспеченных наемных работников. Но выше мы уже видели, что приравнивать формально наемных работников к пролетариату в строгом смысле некорректно, а классики понимали под рабочей аристократией именно слой производительных рабочих. Перенося термин на высших управленцев, мы фактически переизобретаем его и наделяем совершенно иным смыслом, так как они участвуют в эксплуатации, они просто получают часть ранее изъятой прибавочной стоимости, оставаясь частью пролетариата. Другая позиция, типичная для так называемых третьемирских групп, приравнивание к рабочей аристократии всего рабочего класса развитых стран. Стоит отметить, что для такой точки зрения можно было бы найти определенные основания в прошлом. С одной стороны, еще Ленин указывал тенденцию к поляризации международного рабочего движения. С другой стороны, в середине 20 века сильные и массовые профсоюзы вместе с послаблениями правящего класса в виде социального государства действительно обеспечивали высокий и сравнительно одинаковый уровень жизни в первом мире за счет перераспределения сверхприбылей от монополистической эксплуатации, в том числе и эксплуатации колоний и полуколоний. Однако наступление неолиберальной эпохи привело к резкому расслоению доходов внутри пролетариата стран центра. Если ранее можно было говорить о более-менее дихотомическом делении на высокооплачиваемых членов тред-юнионов и всех остальных, или на рабочих первого и третьего миров, то сегодня мы видим пропасть между рабочими верхами и низами в развитых странах и такую же пропасть между даже самыми низкооплачиваемыми работниками в США и Европе и большинством трудящихся Юго-Восточной Азии или Африки. А если учитывать существование полупериферии, в том числе малых империалистов вроде России, рабочий класс который тоже неоднороден, а также сравнительно более обеспеченных прослоек пролетариата периферии, таких как индийские программисты, то можно выделить еще больше градаций. Плюс надо понимать, что ослабление профсоюзов и наступление на права трудящихся в странах Европы ведет к снижению возможностей прав и доходов старой рабочей аристократии. Следовательно, в текущих условиях мне не видится оправданным использование термина «рабочая аристократия» как абсолютного, обозначающего единый и сравнительно замкнутый слой, противопоставленный всему остальному пролетариату и обладающий оформленным самостоятельным политическим интересом. С точки зрения практического анализа социальной структуры, куда логичнее говорить о множестве относительно более-менее привилегированных или угнетенных, а также большей или меньшей степени подкупаемых слоев со специфическими узкогрупповыми интересами. Подводя промежуточный итог вышесказанному, можно отметить, что пролетариат в современном, в том числе российском обществе, таки есть, и он крайне многочисленен. Более того, к нему примыкают социальные группы полупролетарских и пролетаризируемых профессий. Примечательно, что даже эксперты из высшей школы экономики, не шибко замороченные марксистским анализом и не включающие в ряды пролетариата работников сферы услуг и умственного труда, тем не менее констатируют факт, что пролетариат крайне многочисленен и составляет в России 25 миллионов человек, или треть экономически активного населения страны. А если добавить к этому пролетариев умственного труда, программистов и представителей около пролетарских групп, то эта цифра вырастет минимум в 2 раза. Что уж там говорить,
если брать во внимание сугубо узкое понимание пролетариата как фабрично-заводского слоя, то он в современной России, даже после развала промышленности, шире, чем в канун Октябрьской революции, и даже шире, чем рабочий класс в предвоенный период. Вопрос, который возникает у многих: может ли этот пролетариат быть сегодня революционным классом? А тут, как мне видится, вообще без вариантов, потому что если не пролетариат, то больше, по сути, и некому. Мелкий бизнес, во-первых, немногочисленен, во-вторых, нестабилен, поскольку перманентно разоряется. И хоть он часто недоволен положением вещей, но его интересы не выходят за рамки системы. Потому что, в конце концов, главная цель малого бизнеса — превратиться из малого в средний и крупный, и также наживать капиталы на работниках. Интеллигенция также немногочисленна, да еще и активно пролетаризируется. Маргинальные элементы, ну а каковы их общие интересы и повестка? В России, кстати, был относительно свежий пример, попытка создания революционной организации из маргинальных слоев. Это национал-большевистская партия Лимонова, но итог как-то не очень. Не лучшая ситуация выходит у движений, у которых нет четкой классовой повестки, а имеется только общегражданское стремление к справедливости. Мы сейчас не берем опыт цветных революций, в которых недовольство различных слоев населения используют, чтобы заменить одних олигархов на других. Нет, возьмем действительно народные протесты. Опыт таких движений, как американская Occupy Wall Street или французские желтые жилеты, показывает, что без более ясной классовой повестки политические перспективы неизбежно будут туманны, а достижения неоднозначны, недостаточны, если не сомнительны. Не будучи движениями вполне пролетарскими, объединяя отдельных неорганизованных представителей как рабочих, так и мелкобуржуазных и непроизводительных слоев, такие объединения, даже выражая неформальное массовое недовольство капитализмом в целом, способны выработать только наиболее общую и потому неизбежно половинчатую, чрезмерно узкую повестку, вроде снижения конкретного налога или государственного контроля за финансовыми спекуляциями. Они не могут зайти дальше самых умеренных требований. Это требовало бы перехода на строго классовые позиции. И они зачастую не могут добиться полноценной реализации даже этих требований, так как отсутствие четкой организации означает отсутствие должной сплоченности и осознанности в борьбе. А такая организация возможна лишь под политическим руководством определенного авангарда, который, опять же, неизбежно выражал бы интерес класса. Поэтому попытки в сегодняшних условиях отойти от строго классовой повестки, от обращения прежде всего к конкретному, вполне определенному классу, а не абстрактным угнетенным, лишены стратегической перспективы. В то же время у пролетариата в России есть как минимум 3 фундаментальных проблемы. Проблема первая: он дико неоднороден и разделен. Проблема вторая: в России в силу упадка промышленности нанесен удар по наиболее организованной части пролетариата, то есть фабрично-заводским рабочим. Ну и проблема третья: пролетариат просто не осознает себя пролетариатом. Третью проблему я вот как раз пытаюсь решить сейчас. И, кстати, прошу мне помочь в этом неблагодарном деле и распространять ролик, доводить до своих коллег, знакомых, друзей, родственников информацию об их классовом положении. Что касается проблемы номер 2, то, конечно, в России, несмотря на всю деиндустриализацию, еще осталось немало классического пролетариата. И с ним работы, в общем-то, непочатый край. Причем наиболее перспективными, как показывает практика, являются иностранные заводы с более молодым кадровым составом. Хотя на самом деле роль фабрично-заводского пролетариата как авангарда революционного движения в России под большим вопросом. Особенно учитывая то, что в перспективе его количество будет уменьшаться, и все большую роль будут играть инженеры и айтишники, которые уже сейчас являются наиболее активно приходящей в кружки социальной прослойкой. Да, я знаю, что Ленин в своем великом почине писал, что диктатура пролетариата поставит во главу общества именно фабрично-заводских рабочих, которые поведут за собой уже остальные слои трудящихся. И можете считать меня ревизионистом, но эта мысль Владимира Ильича, вот абсолютно верная для начала 20 века, для сегодняшнего времени более чем дискуссионна.
Что же касается айтишников и специалистов вроде операторов станков ЧПУ, пока их сложно толком объединить, но наши товарищи уже создали профсоюз айтишников, ссылки будут в описании. Да и историческая перспектива явно на стороне такого рода специалистов. За ними будущее. В то же время в рамках капиталистической системы это будущее может сложиться у айтишников не то чтобы шибко замечательно. Если сейчас, например, многие программисты в шоколаде, то уже лет через 5-7 рынок труда может насытиться специалистами, что приведет к ухудшению условий оплаты труда и условий труда в целом. Короче говоря, работать с такого рода специалистами, я считаю, необходимо. Ну и проблема неоднородности и разобщенности решается, во-первых, просвещением, разъяснением общих классовых интересов, во-вторых, организацией тех же самых профсоюзов, а в-третьих, консолидацией представителей разных профессий, в некие большие структуры работников. Как пример могу привести Конфедерацию труда России, объединившую разные независимые профсоюзы из разных сфер и профессий. Так что, как было сказано, правда, совершенно по другому поводу. Работайте, братья. С вами же был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, распространяйте видео, пишите комментарии. И помните, что пролетариат не умер, он скорее спит. А как скоро он проснется, зависит во многом от нашей разъяснительной и организационной работы. Поэтому присоединяйтесь к Союзу марксистов, ссылки будут в описании. И до новых встреч!